Всем доброе утро. У нас сегодня -2. Я жду, когда будет тепло, а теплом что-то не сильно-то и пахнет. На машинах, видите, машины, окна позапотевали. Утром еще выглядывала, была изморозь на машинах. Причем обещают днем +11, а с утра -2. Ну, я уже жду, когда хотя бы 0 ночью будет, чтобы не холодно уже было. Потому что сейчас будем собираться на дачу. Ну, в смысле будем собираться? Я буду собираться. Муж на работе, дети в школе. Потом все придут, загрузим машину и поедем. Вот. Почему сегодня? Потому что на завтра есть один план, пока не буду говорить какой. Ну, и просто хочется уже сегодня приехать на дачу. Там, конечно, бардак, еще ничего я в прошлый раз не убрала, не сделала. Но я думаю, это ничего страшного. Приедем, постель, дети постелят. Еду я сейчас какую-то наготовлю, чтобы с собой взять на вечер. Чтобы не готовить, конечно, потому что пока мы приедем, уже будет около 8. Вот. Ну и всякие необходимые вещи надо взять, что я там еще не вывезла на дачу. Хочу еще кое-какую посуду забрать. Постель еще надо забрать. И это ж, понимаете, мы едем, это ж как на море практически. А на море я как собираюсь, у меня 100 миллионов вещей, сумок, все не надо. Ну и сейчас не забываем, что у меня животные. Еще их собрать, одежду им взять, корм. У собаки там есть корм, а у кошки нету. Вот. И в общем, и еду, и лекарства. Ну, дача была, как говорится, законсервирована на зиму. И для жилья не приспособлена. У нас там еще зимой размерзлась труба, воды нету. Ну, то мы купили все, муж завтра все сделает. Ну, сегодня как-то так, в спартанских условиях. Главное, чтобы уже ночью тепло было. А то как-то не очень хочется утром в такую холодрыгу выползать. А на даче-то, конечно, надо уже с утра вставать и работать. Ой. В общем, сейчас буду собираться. У меня там еще в подвале грибницу хочу забрать, потому что написано, что это очень хорошее удобрение для земли. А у меня вчера такая мысль возникла, а вдруг она еще и прорастет, да? Ну, грибочки. Ну, будем надеяться. Так, ладно, пошла я собираться. Еще кучу сумок надо собрать. Смотрите, что значит польский город на границе с Германией. Пишет на заправке цены уже сразу в евро. Потому что, скорее всего, многие немцы приезжают в Польшу, ну, скупляться и заодно заправиться. Сейчас придет... А смотрите, а сейчас злотых. Буквально секунда была, и опять в евро. А сейчас у мужа спрашиваю, сколько в Германии стоит бензин. Ну, просто интересно, разница большая или нет. Просто мы находимся в Польше, и цены пишут в евро. И на секундочку в злотых. Оп, все. Кто успел, тот прочитал. Ну что, мы приехали на дачу. Сейчас будем разгружать машину. Уже съездили в Польшу. Ничего не снимала, потому что предпраздничный день, очень много людей в магазинах. Поэтому могу показать, что купили. Ну, что купили, как обычно. Мясо, овощи. Такое. Фруктики детям. Ну, может, что-то покажу. Не знаю, посмотрим сейчас. Я, честно говоря, уже устала. Погода такая сегодня, конечно, не очень. Чуть-чуть дождик срывается. Ну, ладно. Все равно лучше, чем в квартире.
Ну что, показываю вам по-быстрому. Сумки с покупками, яйца, сок детям, сосиски, одежда, постель, еще постель, подушки, там обувь. И вот это вот мы купили в Польше. Это я, приветик. Вот тут яйца, продукты. Ну, как я уже говорила, мы скупляемся на месяц, поэтому как бы немножко так много. Ой, кто-то там картошку. Так, купили вот такого сала. Сейчас покажу. Ой, где-то еще было. А, вот она. Еще сало вот такого взяли. Вот. Что тут еще интересно? Это салфетки. О, я такую классную скатерть купила. Смотрите, какая огонь. Класс. Вот. Это сладости детям. Что я хотела интересное вам показать. Пицца. Ой, это я кофе не допила. Я вспомнила. Такую интересную вещь мы купили. Сейчас покажу. Тут нету. Это не то. Сейчас. Где-то, наверное, в сумке еще. О, это взяла посеять лук. А это, кстати, мы купили все-таки в Польше смородину черную. Вот, посадим. И вот купили... Ой, сейчас на стол поставлю. Вон, уже все гуляются. Чарльчик гуляется. Ой, стол надо протереть, скатерть положить. Смотрите, какая классная штука. Короче, вот тут такая вот штучка, я так понимаю, так надавливать надо будет, как в жидком мыле. И это написано малиновый сироп. И его надо разбавлять еще с водой, потому что он концентрирован. Это в Польше купили. Ну, не знаю, еще не открывали, дети попробуют. Как альтернатива компоту. Очень классно. Водички долил, разбавил, и как бы компотик уже такой готовый. На празднике, я думаю, альтернатива соку вообще классная. Но посмотрим, что по вкусу будет. Ну все, пока буду разбирать вот это все. Надо мясо разложить по морозилкам, по холодильникам. И вообще хотелось бы, конечно, уже... часы неправильно показывают. По-моему, уже около 2. Хотелось бы как-то чуть-чуть позавтракать, что ли. Так, ну это такое сладости, знаете, взяли всякие детям печеньки. Вот такие вот, такие. Муж взял себе эти, как их зовут, чипсы, мясо. Рис я купила, гречку купила, макарошки. Вот такой зеленый чай, это на подарок. Вот тофи, видите, такой, как в честь праздника этого, как его, Пасхи, да? Виноградик такой взяли, ну, в общем, скупились. Все, надо теперь все разбирать. Вот еще сок вот такой вот малиновый. О, и там малиновый, и там малиновый. В общем, малинового набрали вовсю. Ну и вот эти все сумки надо разбирать тоже, раскладывать. Ну все, буду заниматься делом. Позже покажу, что там дальше. Мы купили вот такие вот садовые фонарики. Они заряжаются от солнечного света. Вот так это они выглядят. И вот так в землю их вставлять. Ну, потом, когда ставлю, может быть, покажу. И покажу, как они вечером будут светиться. Если они будут светиться, конечно. Ну вот, купили 6 штук. 3 серебряных, 3 черненьких. Как я вам уже показывала, мы купили смородину черную. И вот здесь вот малина, ежевика. И я хочу вот сюда посадить черную смородину. Но тут у меня петушки, поэтому сейчас половину я вот так выкопаю этих петушков и их пересажу. Куда пересажу, еще не придумала. Надо об этом подумать. А здесь хочу черную смородину. Ну, чтобы вот так вот кустики рядышком все росли. Слышите, как птички поют? Так, ладно, давайте работать. Так, решила, что вот тут вот на входе, наверное, будет красиво. И вот тут вот... Ой, сейчас как мы с калитки заходим, получается. Вот калитка. Вот это я подумала, зря я там цветы насадила. Там бы лучше зелень какую-то посадить. Ладно. И вот тут, видите, у меня тоже такой как бы палисадничек с цветочками. Тут все только цветы. И вот тут с краю какая-то ерунда.
Ну, я не знаю, это какое-то странное растение. Во-первых, оно некрасивое. Ну, в общем, я вот это чуть-чуть уже подкопнула. Я сейчас вот это все из земли удалю. Ну, частично землей. И сюда пересажу петушки, чтобы они вот тут вот цвели, пока тот куст разойдется, петушки уже отцветут. Или будут вместе цвести. Зато будет красиво. И часть, наверное, потом еще посажу перед верандой там. Ну, в общем, сейчас пока тут буду разбираться. Потом покажу, что получилось. Хорошо, когда своя дача, можно вытворять все, что угодно. Ну, захотела и начала творить. Смотрите, какое странное растение. Мне кажется, это вообще не растение, а какая-то трава. Смотрите, как оно. Прям каким-то полотном. И главное, оно, видите, вот разрастается. Я еще не знаю, это красиво так или что. Короче, это все удалило, вот эти вот, что вот это такое. Вот смотрите. Боже, издалека покажу. Что это такое? Зачем мне это надо тут? В моем представлении цветы — это вот так вот, видите? Вот цветочек вокруг земля, цветочек вокруг земля. Или разные цветочки. Но когда вот это вот какое-то полотно из каких-то зеленых непонятно чего, это мне непонятно, в общем, не годится. И еще, знаете, очень много у меня на даче. Тоже мне непонятно. Ой, сейчас покажу. Вот видите, как оно поразрасталось везде, вот это вот лохмотье какое-то. Вот эти вот цветы. Я вообще их не понимаю. Вот это называются каменные цветы. Ну, каменные, так и растите среди камней. Зачем мне землю занимать вот этим вот? Ну, я там чуть-чуть оставила, чуть-чуть он случайно выкопался. Цели такой не было, но они тоже разрастаются, как будто бурьян какой-то. Красоты, конечно, такая себе, сомнительная красота. Вот он. Видите, немножко тут его землей сейчас прикидала. Ну, вот он. Такой он, ну, не знаю, такой себе цветок. Это я садила осенью. Вот. Тюльпанчики я тоже садила. Вот это вот тоже. Вот эти вот штуки. Сейчас покажу. Может, то, конечно, цветы. Вот, смотрите. Видите? Вот они, вот это вот. Не знаю, это цветы такие, что ли? Потому что у них вот такие вот луковицы. Видно? Сейчас, где резкость? О. Ну, не знаю, в общем, я их... Вот тут вот все, что было, я их все повыдергивала, мне они тут не нужны вообще. Просто, если вот, смотрите, если вот это, допустим, это цветы какие-то с этими луковицами, то вот когда они вот так вот, то создается впечатление, что это не цветник, а просто какой-то бурьян растет. Ну вот смотрите. Ну вот непонятно вообще. Ну вот если это цветок, значит это цветок. Если вот рядом с ним два синеньких, я сейчас его облагорожу, и пусть себе растут, это понятно, что это цветы. А вот это вот зеленое, что это такое? Не знаю, в общем, я все, что мне непонятно, я все удаляю и сажу то, что мне будет понятно. У меня много. Вот цветочки вот. Да, они маленькие. Да, они такие неприметненькие. Но я их оставлю, это же цветочки красивые. Вот что-то растет тоже красиво. Вот синенькие. Вот этот вот тоже не помню, как называется. Ну, а вот, смотрите, опять эта трава. Это которая вот прям... Я не знаю, может, это какой-то декор? Может, я что-то не понимаю в жизни? Мне, короче, не нравится. Все, что мне не нравится, я буду удалять. Все, ничего не знаю. Мой огород, что хочу, то и вытворяю. Вот так. Ну вот, смотрите, что вот это такое. Это цветок? Зачем он мне здесь? Вот этот должен самостоятельно расти. Или это вот этот синенький он? Или это он? А вот еще какие-то. Но главное, непонятно, понимаете, где трава, а где цветы. Вот поэтому я и говорю, что оно должно быть понятно. Вот если это цветок, то оно понятно. А если вот это вот мне непонятно, то зачем оно надо? Мне кажется, оно даже забивает цветы вот это своим вот этим вот полотном вот этим ужасным. В общем, вы поняли, да? Хорошо, когда дача твоя, и ты вытворяешь на ней все что угодно. Ой, гляньте, как хорошо принялась черешня. Это ж муж ее пересаживал осенью. Смотрите, а?
как пошла, как дети в школу. Красота. Кстати, пошлите, пока я буду идти до своих этих, как их зовут, господи, петушков. Сейчас лопату возьму. Вот, навытворяла, видите, сейчас будем что-то думать. Вот, и вот персик это он был. У нас тут персик. Вот, это мы посадили. Ну, что-то пока признаков жизни не видно. Ну, может, он какой-нибудь поздний, потому что этот персик, смотрите, уже вовсю. Ладно, будем надеяться. Вы представляете, вот этот мальчик только что на меня налаял. Он решил, что чужие пришли на дачу и бежал тут по всей дорожке и лаял. Кто на маму лаял? Иди отсюда, бессовестная собака. Так, это у нас что? Это груша, да? Ну вот что-то тут происходит у груши. Ой, господи. Вот видите. Как-то потихонечку, да? Почечки есть. Это яблоня. Он уже немножко распускается. Вот. Это что у нас? Это слива, по-моему. Да, и слива что-то сидит. Может, она, конечно, поздняя. У меня, может, там на веранде работает. Так, ладно. А, ну, пошлите уже. Сейчас лопату поставлю, я с ней хожу. Пошлите заодно посмотрим эти, как его зовут, вишню, что мы посадили в прошлый раз. Это тоже черешня, видите, уже почки. Так, что тут с вишней? Ну, с вишней все в порядке, почечки красивые. А с этой что? И с этой все хорошо, ну вы поняли. Короче, персик и слива что-то там сидят. Это мы куст в прошлый раз сюда пересадили. Это рододендрон. Это я выставку горшков сделала. Ладно, походили, посмотрели, пошлите копать. Как их зовут? Тут вот был зеленый лук. Что с ним случилось? Или он померз, или что? В общем, надо будет все тоже зачищать. И пусть тут будет клубника. Может, я еще достажу клубнику. Видела в интернете классный способ. Но это чеснок. Вот. И там я землю накопала. Сейчас это петушки прямо так с землей возьму и вот туда перенесу. А землю сюда засыплю, и мы посадим здесь смородину. Ладно, все, я работаю. Так, что смогла, перенесла сюда с землей. Что не смогла, то вот такими запчастями перенесу. Смотрите, видите, что я сделала? Порубила корни. Не, ну я это все равно посажу. Но совет от начинающего садовода. Если вы захотите садить вот этот вот цветок петушки, садите его в такое место, с которого вы его пересаживать не будете. Потому что, видите, корень разрастается в разные стороны. И, я так понимаю, с каждым годом его все больше и больше. Видите, такая корневая система очень крупная. Вот, поэтому у меня снова рубрика «Не делайте это, как я». Ну, в смысле, я эти петушки не садила просто-напросто. Это были предыдущие хозяева. Вот. А я вижу их здесь, а под тем забором я их не вижу. Под тем забором у меня будут кусты. Вот. Возможно, и остальные петушки как-то переедут оттуда. Не знаю, посмотрим. Я просто хочу еще куст шиповника найти, пока его не нашла. Ну, а, соответственно, я еще не придумала, где я его посажу, когда его найду. А вот, поэтому, возможно, остальные петушки тоже оттуда переедут, и там будет шиповник. Потому что, мне кажется, это правильно, когда кусты растут рядочком вдоль забора. И будут высокие, красивые. И такая живая изгородь от соседей. А цветочки должны вот или на входе быть, или перед верандой, где радовать глаз. Или свой, или чужой. Ладно, сейчас это облагородю. Как правильно? Сделаю, в общем, красиво. Засажу. О, хозяин пришел опять. И покажу потом, как у меня получилось. По крайней мере, этот край цветочника будет уже красивый. Ну что, друзья, дачный сезон
объявляется практически открытым. Правда, погода не очень, но когда это нас останавливало. Да, Чарлик? Чарлик вообще в шубе бегает, потому что холодно. И сидит в доме, греется. Потом бегает обратно. Пиво будет? Смотрите, что у меня получилось. Вот, в общем-то, вот так вот. Ну, это потом еще подсохнет, я размету эту землю. Сейчас она мокрая, тяжело разметать ее. Так, по поводу вот этого места. Смотрите, если петушки так сильно разрастаются, у них такая корневая система, то они опять вот тут все заполонят. Поэтому я сейчас хочу прокопать тут ровчик и перекрыть. Корни не глубокие, но, видите, они очень большие. Вот, видите, как разрастаются. И вот тут вот такие вот штучки у меня есть. Я вот тут их вот так вот поставлю, чтобы отделить территорию петушков от территории смородины. Сейчас покажу, как я это сделаю. Вот смотрите, о чем я и говорила. Вот это вот уже, вот это уже корень петушков. Видите? Естественно, что они пойдут сюда. Я боюсь, что они мне забьют смородину, поэтому у меня есть вот такая вот штучка. Я ее сейчас вот так вот поставлю и отделю петушки от смородины. Ну, вот так получилось, по-моему, отлично. Все, теперь можно сажать смородину в отдельный домик. А там петушки. Смотрите, какая красота у соседа расцвела. Какие нарциссы яркие. Ой, погода, конечно, не очень сегодня. Ну, дождя нету, и то хорошо. Так, все. Я тут чуть-чуть цветником занялась. Смотрите, какое я нашла растение. Кто знает, напишите, что это такое красивое. Ой, сейчас. Что-то красивее капельки на нем. Кто знает, что это за растение, напишите мне, пожалуйста. Такое красивое. Или это цветок какой-то. Ладно, дальше буду убирать тут, порядок наводить, чтобы красивые цветы были тут везде. Все, друзья, я тут гребу палисадник. У нас уже практически темно. И я уже буду с вами прощаться. Завтра выходной. Работать нельзя. В Германии Пасха. Поэтому уже сегодня сколько сделаем, столько сделаем. Остальные рабочие дни уже с понедельника. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Поставили мне лайк. Написали обязательно комментарий. Всех люблю, целую. Все буде Україна. Пока-пока.